Ребят, привет! Меня зовут Ольга Гольдфарб, я лид-артист пигментов брови. И сегодня мы будем делать перманентный макияж в теневой технике для прекрасной Екатерины. Хотелось бы рассказать вам про особенности работы с Леди Плюс. Я не очень люблю слово «возрастная», но на самом деле после 50 лет есть свои особенности работы. Это штрих, это схема. Ну и самое главное, что мы вносим в кожу нашего клиента. Для возрастной кожи я чаще подбираю минеральные краски. Но если у вас их нет в наличии, вы прекрасно справитесь и на гибридных линейках. У компании Брови две серии – основная и серия плюс. Поэтому я рекомендую основную серию разбавлять, а серию плюс нет, так как она достаточно жидкая и вы просто технически усложните для себя работу. Сегодня мы работаем на сете, разработанном совместно с Брови. Его название Rich Beach. Он состоит из 3 универсальных оттенков, которые вы можете использовать практически на любом клиенте, за исключением, когда вам необходимо получить рыжие брови. Это первый фототип чаще всего, и, конечно, лучше взять специальный для этого пигмент, допустим, веснушка в гибридах, и у вас получится прекрасный результат из рыжих бровей. В этот сет вы можете добавлять корректоры из линейки Брови One, красный или желтый охристый. Так вы будете регулировать теплохолодность. Какой цвет выбрать в данном случае? Я смотрю на теплохолодность и контрастность клиента. У Екатерины красивые глаза, они холодные, голубые. И она блондинка. Здесь не подходит каштан, либо теплый пшеничный цвет, поэтому мы выбираем сторону нейтрального и холодного оттенка. Теперь смотрим на контрастность, а конкретно на родной волосок бровей. Насколько он темный или светлый. Наша тень должна сливаться с ним и собирать брови в единую форму. Я выбираю второй оттенок в сете Gabbana Dark Brown и добавляю красный корректор. Сейчас объясню почему. У модели средний по темноте волосок, поэтому мы не выбираем первый цвет, он слишком светлый будет для Екатерины, а берем второй оттенок. Добавляем красный корректор, так как кожа у нас оливковая, это значит холодная, в ней присутствует серо-коричневый меланин. И второй фильтр, она плотная. Плотная кожа, как мы знаем, также холодит. И хочу еще добавить, вы можете для подтепления кожи, допустим, меня рассмотрим, я третий фототип, у меня кожа не плотная, самая простая в прогнозировании, как второй оттенок. Для подтепления, если бы я хотела каштановые теплые брови, я бы взяла этот второй оттенок и добавила 1 к 1 красный корректор и желтый. Почему? Так как красный и желтый у нас по колористике дает оранжевый оттенок. А у Екатерины другая ситуация, ее кожа холодная оливковая. Это 4-й фототип. И на кожу, которая и так вот желтит, она такая зелененькая, да, вот даже если логично посмотреть по нашему кругу Итана любимому, напротив зеленого или желтого цвета, напротив у нас идет красный. Поэтому красный корректор не бойтесь добавлять на кожу с каротином, где присутствует желтый, да, и серо-коричневый меланин, это кожа оливковая и холодная. Как вы ее определите? У этих клиентов часто здесь идет пигментация в районе губ, и у нас синяки такие темные. Пигментирование есть и под мышками, и в зоне груди. Вот везде у нее будет темная пигментация. Это значит кожа холодная. И вы добавляете просто красный корректор. Ребята, стоп! Вот если вы сейчас запутались и вы сомневаетесь, в начале работы это, конечно, возможно, не переживайте. Вы можете смешать первый оттенок и второй и получить свою насыщенность. Ничего страшного не произойдет. Плюс в процессе работы на 2-м или 3-м проходе вы можете добавить темнее оттенок. Если работали первым, второй, если вы работали 2-м оттенком, вы добавляете 3-й. Или вы можете использовать все эти 3 оттенка для создания градиента. Хотите на эту тему урок? Пишите в комментариях слово градиент. Ну и погнали на практическую часть. Ребят, начинаем процедуру по поводу оборудования. Очень люблю эти картриджи брови. Обратите внимание, здесь заточка МТ, она специальная для теневых техник. Я люблю заточку ЛТ и также МТ, она более тупая, да, грубо говоря, поэтому и с возрастной кожей это тоже плюс, чтобы мы избегали острую заточку. 0,30 единичка. И обратите внимание, здесь в скобочках на H, то есть это heavy, более острая заточка. Есть S, soft, это, по-моему, глаза, вы можете ее взять.
Все любят разные картриджи, кто-то более такой тугой мембраны, более жесткий, более мягкий, достаточно мягкие картриджи. Я люблю мягкие картриджи, чтобы такой был прикольный мягкий хрустик. И ощущение сцепки. Это просто на любителя, да. Вот так вот выглядит эта игла, это очень качественная здесь спайка, качественные картриджи, поэтому рекомендую, пробуйте. Машинку я беру максимально низко, иногда в процессе выше поднимать, особенно ближе к переносице. Это у меня Xion. Кстати, Xion здесь софт режим минус 2 щелчка, эксцентрик 3,7. Кожа плотная. Если была кожа потоньше, я бы взяла эксцентрик 2,5. То есть вы под себя подстраиваете. Да, у меня достаточно легкая руга, 3 эксцентрик. У меня хорошие работы, и я чаще им работаю. Начинаем мы с нижней линии всегда наверх. У нас будут параллельные штрихи относительно низа тела брови. Штрих-маятник. Я вот поставила ручку, подтянула для себя удобно себе натяжение, да, наверху. Раз, качалась и захожу в кожу. А сейчас попробовала первые штрихи сделать, поняла, что лучше скорость 5. Почему? Потому что будет плотнее рисунок. Чуть-чуть добавляю. Видите, подтягиваю к себе прям пальчиком левой руки. У меня опора на подушку. Я тянула к себе. Хруст должна слышать. Видите, слышите хруст? Он должен быть обязательно. Так, проверяем наш прокрас, чуть-чуть лужа, но что за волосок цепляется. Влажной палочкой сверху вниз я провожу и проверяю. Нужно чуть-чуть дать время, буквально 2 секунды проверить себя. Очень слабый цвет, я бы еще поработала. Что мы делаем? Думаем, так, нет цвета, значит что? Мы должны плотно работать. Если вы плотно работаете, второе, что мы делаем? Меняем нажим, да? Если у вас плотность достаточно хорошая, значит дело в нажиме. Вот на этом этапе можно уже делать шаг более длинный. Теперь везде, вот сейчас мы дойдем, мы все будем делать то же самое до этой засечки. У нас будет более спокойный штрих, маятник 80%. Подходим к краю брови, видим точки. И 20% вверх мы делаем более активным толчком. Нахлёст на предыдущий блок. Вижу, тут сильно напушила, добавлю. Визуально должно читаться низ плотнее, чем вверх. Раскрыла, встала. Средним пальцем мы отталкиваем от себя, указательным на себя. Но у меня это не так заметно, потому что в кулаке, вы поверьте, средним я от себя толкаю, ногтем прям чувствую. Указательный на себя. Указательный отвечает за воздух в конце штриха, средний отвечает за воздух в начале штриха, потому что он его отпинывает. Поэтому наша задача, как мантра, микрозамах, прокат, выход. Микрозамах, толчок у нас не психованный, микрозамах, толчок мягкий, прокат, выход из кожи. И обратное движение также в кожу. Встали в 90, подстроились. И потом уже входим в кожу. Красные точки я также заштриховываю обязательно. Иначе у нас будет бровь не та, которую мы планировали, да?
Вижу, чуть-чуть рука трясется, значит опора теряется. Вот пока, пожалуйста. Сразу видно нестабильный штрих. Опору нормально поставили на мизинец. Средний к себе завернула. И сейчас будет больше воздуха. Я на дальней брови буду работать тем же цветом, чтобы у нас не были разные брови, понимаете, да? Цвет будет проявляться, сейчас увидите, легкая тень, но я вижу очертания, и мы его восстановим. Я буду работать на дальней брови еще плотнее. И я добавлю темный цвет. Хвостик у меня вот считается, самое главное, я не потеряла низ. Я вижу четко нижнюю линию. Красные точки я восстановлю, для этого у меня есть наши засечки. Теперь под пленку. Смотрите, я, чтобы не потерять эти линии, вот я их поднимаю наверх. Начало. И вот у меня идет апекс, хвостик. Слабый остаток, но этого достаточно, тем более кожа. Я вижу форму, все, она считывается, все, я ничего не потеряла. Сейчас она будет проявляться. Вот тут меньше волосков, тут светлее доработаю, но сейчас не буду. Видите, эта бровь чуть-чуть от меня, Екатерина. Вот, она проявилась, я форму вижу. Все, я по ней сейчас буду делать акценты. То есть форма у меня все читается. Где меньше волосков, там, естественно, меньше цвета. Тут нужно доработать поплотнее. Вот мы сделали первый проход. Здесь вот сейчас я добавляла. Если вы видите сразу, что вам не достает, вот этот момент я не буду сейчас уже трогать. Я на втором проходе работаю. Но если у вас явно, если там, допустим, не хватает цвета, я вот здесь сейчас добавила. Значит, что мы видим? Мы видим форму, которая читаем. Я ее не потеряла. Если вглядываться, можно даже видеть вот тут красную точку. Эта бровь тоже читается. Все, хвостик. Здесь я себе отметила, немножко от меня, Екатерина. Вот здесь вот это у меня не пигмент, а я взяла бамбуковую палочку, деревянный микробрашек, и поставила пигментом точку, что здесь хвостика не хватает. Что мы делаем на этом этапе? Я вслепую не работаю. Расчешу вот так, посмотрю аккуратно волоски, не травмируя кожу, форму. Мне все нравится. И теперь себе поставлю ориентиры, где у нас будет этаж, где у нас темно акцент, это арка, не тело брови, где у нас будет напыление. Значит, по схеме мы красим, как и первый проход, снизу вверх горизонтальным штрихом, параллельно друг другу нижней линии. 1, 2, 3, 4, 5. И так красим только низ брови, только первую часть. А для чего я это говорю? Если мы будем сразу разворачиваться, раскладывать веер, вы можете запутаться. На обучениях я привыкла вот четко делать. Сначала низ брови, потом вверх. То есть весь низ брови, тело брови мы делаем горизонтальными штрихами. Когда мы закончим этот участок, мы садимся удобно, разворачиваемся, это на углу кушетки, да, если относительно дальней брови, и вычесываем этот цвет уже диагональным штрихом. Показываю направление штрихов. То есть такое длинное полусолнце. Первый проход, видите, я постоянно меняю положение. Потом второй проход. Будет где-то 3-4 блока. Третий проход. И четвертый в головке. Выглядит это так, вычесывание. Представим, что палочка это машинка. 1, 2, 3, 4. Раз. Вычесываем с нахлестом на предыдущий блок. То есть я постоянно
вычесываю цвет. Это по диагональные такие штрихи. Первый блок, второй. Я уже закрыла верх, да, зависит какая ширина брови. Тем самым у нас будет верх пушистый, низ плотный. Важно, штрихи могут быть более плотные, могут быть более разряженные. Тут смотря какой рисунок вы хотите сделать. То есть нижняя половина, первая половина брови горизонтальные штрихи, вторая верх половина брови это у нас на вылет диагональные. И что важно сказать, когда я подходила к нашим точкам, засечкам, вот эту плотность выстраивала, ну, максимально плотно, видите, что у меня четкий низ, и делаю плотно-плотно крашу, но когда я подхожу к этим засечкам, я уже делаю более такой явный толчок, растягиваю, потому что если мы здесь сильно заплотним, так же как внизу, мы из этого не сможем вычесать, у нас при наслоении блоков будет стык, поэтому когда вы подходите к точкам, как и в первом проходе, наверху тела брови растягивайте, то есть плотно-плотно красите, видите точка, поэтому классно их ставить, и чуть-чуть подрастянули их. Теперь, после того, как мы зафиксировали низ, второй проход всегда быстрее, я уже чувствую кожу, работала более ритмично, хлестко, понимаю, что плотность кожи. Лучше перестраховаться, сначала прочувствовать кожу. Я натянула вот здесь вот диск, чтобы не было лужи, видите, вот так вот грязи. От себя подтянула, ставлю пальчик и вычесываю прям из апекса. Вот видите, вычесываю с наслоением минимум 50 на 50, лучше 70 на 30 или 80 на 20. Выхожу буквально 2 миллиметра на чистую кожу, вытягиваю этот цвет. Сильно махать здесь опасно. Почему? Вы провалите здесь объем. У вас будут здесь засады, поэтому вот так сильно махать и быстро, и широко я не рекомендую. Вот лучше чувствовать, как вы гуляете в коже, чувствовать хрустик. У меня также скорость 5. Так, теперь чуть-чуть меняю положение. То есть я штриховала так, чуть-чуть меняю наклон, перетаскиваю диск, чувствую кожу вот этим большим пальцем, что я делаю. Поменяла наклон дальше. Это такое большое полусолнце, грубо говоря. Вычесываю. Таких у меня будет 3-4 блока. 4-й будет уже в головке в основном.
Ну что, наши брови готовы. Скажите, свои ощущения, было очень больно? Нет. По шкале от 1 до Я 10. даже засыпала. Вот, мы не заставляем это говорить, поэтому не бойтесь, работайте с кожей, чувствуете штрих, это очень важно. Ну и самое главное, пользуйтесь пигментами брови, они очень классные, и они не выглядят какими-то красными, раздраженными, потому что, это имплантирующий штрих, это качественные пигменты. Я желаю вам классных работ, ну и хотела бы сказать, если у вас есть вопросы, вы можете написать в комментариях, и мы на эту тему запишем для вас урок. И пишите, как вам работа. Пока-пока!